Всем привет! 3 недели на моем канале не выходило видео, просто потому что не было интересных идей. В общем-то, на сегодняшний день они так и не появились. Поэтому я сняла очередную распаковку находок с барахолки. Надеюсь, что она вам понравится. Такие видео всегда интересны. Традиционно начну с простого. Не знаю почему, но мне очень понравился вот этот пластиковый браслет. Наверное, в первую очередь своим цветом. В тот день, когда я его купила в секонд-хенде, я была одета примерно вот в такой вот розовой гамме, в такой вот одежде. Наверное, тут же этот браслет привлек мое внимание, и я его сразу же нацепила на себя. Было, знаете, такое очень красивое сочетание вот этой весенней зелени и меня в розовом цвете. Здесь красивое сочетание все-таки таких пастельных оттенков розового и зеленого и более ярких оттенков розового и зеленого. Вообще такое необычное сочетание. Ну, плюс пластик из 80-х сейчас как-то очень популярен, поэтому я решила вот этот браслет купить. Я не знаю, возможно, его следует пересобрать, потому что вот видите, уже вот эти вот резиночки как-то подрастянулись, и не очень красивые такие пробелы возникают. Но цветовая гамма и вообще качество вот этого пластика, он такой тяжеленький. Вот это вот меня соблазнило, конечно. Сегодня будут украшения в основном, знаете, наверное, чешские, поэтому особо тут рассуждать об этих украшениях, наверное, не придется. Простое колье из 60-х, наверное, с белыми прозрачными кристаллами. И что удивительно, вот такие вот клипсы. Они не в комплекте к нему ушли, к этому колье. Отдельно я их нашла в другом месте. Но мне кажется, что они сюда подходят в комплект. Вот так вот симпатично это смотрится. Не знаю, я люблю вот эти все кристаллы. Почему-то на них всегда такая я падкая. Они красиво, конечно, сверкают на солнце, на свету, в вечернем свете. Ну и когда я вижу вот прямоугольные формы, они особо меня привлекают. Еще одни похожие клипсы, но уже более новенькие. Вот такие маленькие, элегантные милашки с цветочками наверху и темно-синим кристалликом. Это уже, конечно, не подходит к такому комплекту, к этому ожерелью. А просто смотрится очень красиво, милые, небольшие. Такие украшения очень красивые на свадьбу надевать. Особенно если свадьба в таком винтажном стиле, то украшения будут очень кстати. Не отхожу дальше от колье. Очень красивые бусы попались мне из хрусталя. Посмотрите, какие красивые бусины. И знаете, если бы это были бусины с эффектом АБ, они бы были для меня не такие привлекательные, как вот такие чисто хрустальные. Колье очень короткое, это чокер. Может быть, когда-то оно было длиннее, возможно, оно было пересобрано, не знаю. Но оно вот впритык застегнулось на моей шее. Такое оно маленькое. Очень красивый хрусталь.
Я почему-то настолько была им впечатлена. И такое украшение я, наверное, не знаю, но сама, наверное, буду носить. Я очень люблю бусы, как оказалось, особенно короткие. И миксую их с цепочками. Мне кажется, что эти бусы действительно были пересобраны, они были все-таки подлиннее. Вот, посмотрите. Вот центральная бусина, и тут явно еще с одной стороны не хватает парочку бусин. Вот здесь вот. То есть одна половинка немножко длиннее, чем другая. Ну, в общем-то, это не важно, потому что колье хватает здесь бусин, чтобы застегнуться на тонкой шее. Не на слишком большом, конечно, обхвате. Дальше снова Чехия. Всем известное гранатовое стекло. Красивая веточка. Наверное, из 70-х, может, 80-х. Думаю, что говорить здесь не о чем. Просто красивая веточка, красивый цветок. Ну и следующая брошка чешская, уже более старая, и у нее нету центрального камня. Но обычно, конечно, такие украшения очень дешево продаются. И я не могу их оставлять в покое. Очень красиво сверкают эти кристаллы. И я все-таки взяла ее в надежде, что я найду центральный такой вот кристалл. Может быть, куплю. Конечно, он будет не антикварный, не старинный, может быть, новый. Но тут главное угадать по цвету, потому что он явно был точно такого же вот медового цвета, как и вот эти мелкие кристаллики. Брошь, если не до военного периода, то вскоре после военного. Красивая. Ну и как всегда вы поняли, да, сверкающие кристаллы — это мое. Еще одна чешская брошь того периода, тоже старая, наверное, 30-х годов довоенных. Очень часто в то время попадаются вот броши того времени вот такой удлиненной формы, напоминающие броши-планки. Ну, как всегда, красивые кристаллы, маленькие кристаллики, зеркальные огранки, что еще раз подтверждает старинность этой броши. Очень красивая, розовый цвет. Еще одна старенькая вещица, булавка, игла. Игла для галстука, возможно, но не для шляпки. Для шляп длинные иглы тогда производились. Ну, а это такая вот жемчужина. И игла очень старая, и жемчужина целая. Я ее отмыла, почистила хорошо. Тут еще стоит выровнять саму иглу. И я знаю, что люди коллекционируют именно иглы. Я даже как-то сама видела, как дама на барахолке подбирала именно иглы. Наверное, тоже коллекционер была, не знаю. Но мне кажется, что это иглы очень редко сейчас встречаются. Это абсолютно старинные украшения. Не знаю, мне кажется, после войны их, наверное, уже не делали, потому что никто не носил одежду, которая предназначалась для этих игл. Дальше вот такой дресс-клип в стиле ар-деко.
тоже из области старинных украшений, как я бы это назвала. Это явно 30-е года. И самое ценное, что в этих украшениях не утрачены кристаллы. Я иногда попадаются такие украшения часто, ар-декошные 30-х годов, но практически все с утратами. Практически у всех где-то есть выпавшие камешки. С одной стороны, кажется, что эту брошь легко восстановить, но, знаете, бывает, что когда вклеиваешь новые кристаллы, у них уже повреждена, вернее, новые старые кристаллы. То есть если их вытащить, например, из каких-то брошей, которые не подлежат уже ремонту, и переклеить сюда, то амальгама уже будет повреждена. В общем-то, вклеенный кристалл чаще всего уже не заиграет вместе с оставшимися, и будет видно, что он вклеенный, и что-то с ним происходило. Ну, а этот дресс-клип целенький, конечно, он не мог остаться в мусорной куче. Вот. Положим его вместе с этой иглой. Дальше уже современные, более современные чешские украшения. Это наборные клипсы. Вот такие мне попались. А перед Новым годом я нашла вот такую брошь, снежинку. Как вы видите, они составляют комплект. Вот такой вот симпатичный зимний новогодний комплект, снежинки. Очень красивые наборные броши, вообще наборные украшения. Это, конечно, уже 60-е. Ну, здесь вы видите эффект АБ, однозначно это 60-е года. Всегда радуюсь, когда находится комплект. Еще одна чешская брошь стеклянная. Это так называемое глушеное стекло. Я не знаю, русскоговорящие коллекционеры так его называют, глушеное стекло. Здесь я не слышала такого названия. У меня уже такая брошь одна есть. Прям точно такая же. Эта брошь в лучшем состоянии, чем та, которая у меня есть, потому что тут какое-то вот это вот черненое покрытие. Все-таки здесь использована еще краска какая-то, видимо. Но в целом это стекло так красиво имитирует металл, что брошь просто волшебная. Из цельного стекла, видите, вот изнанка. Красивая брошь. Еще один стеклянный кулон чешский того же периода с камеей. Здесь уже, конечно, стекло немного другое. И очень красивое сочетание черного с золотом. Мне очень оно нравится. Это просто какое-то волшебство. Обычно я к таким кулонам добавляю цепочки. Вот так. И люблю комбинировать их с бусами, с крупными цепями, с современными какими-то. Это очень красиво смотрится. С жемчугом такое украшение, если скомбинировать, это великолепно смотрится. Я не раз снимала подобные примерки с другими кулонами, тоже в такой же цветовой гамме. Ну, в общем, очень красивый такой на зеркальной поверхности камея. Следующую покажу вам целую коробочку. В ней прямо вот так мне продавец это продал брошку. Сейчас покажу, какую. Здесь, значит, надпись Хельга Дирнвебер.
часы и украшения, Пратерштрассе 38, Вена. То есть адрес какого-то магазина. Такая коробочка, мне кажется, что она еще довоенная, не знаю. И была в этой коробочке вот эта брошка. Конечно, не факт, что эта брошь, именно эта брошь продавалась в коробочке. Но продавец мне это все вручил, но и я и взяла. Брошка очень красивая. Я в эту же коробочку положила другую брошку, похожую. Эту брошь я уже вам показывала, крошечную. К сожалению, у меня из нее выпал камешек. Вот, и я пока не знаю, как его вставить, потому что оправа очень повреждена уже от времени. Это, наверное, возможно, что это брошки конца 19 века, я не знаю. Вот. То есть этот камешек был не вклеен, а вставлен в оправу. Вот, и он у меня выпал. Видите, как эти брошки вместе смотрятся? Очень красиво. Я бы их вместе вот так вот и носила, но сначала нужно как-то каким-то образом вставить этот камешек. Ну и сюда же к ним в компанию. Тот, кто помнит, я уже эту брошь показывала. Тоже это старая, старинная чешская крошка. И я тогда спрашивала у вас, вклеить ли мне. Вот здесь вот были вместо жемчужинок пустые места. Вот, и я на эти места вклеила жемчужинки. Мне кажется, что она стала еще более красивая, хотя есть вероятность того, что в этих ложах ничего не было. Но с жемчужинками, мне кажется, это смотрится даже еще лучше. Они очень красиво играют с вот этой вот холодной эмалью белой, такой перламутровой. Так, ну и переходим к самым интересным находкам сегодняшнего дня. Это уже не чешская брошь, это орхидея рисис. У меня несколько таких орхидей было. Я о них рассказывала. Это настоящие орхидеи, которые с помощью специальных технологий покрываются золотым покрытием. Оно очень стойкое, очень красивое. И каждая орхидея, конечно же, естественно, имеет свою форму. Каждая брошь это уникальная. У меня были и поменьше размером, и побольше. Но это просто чудесная. Очень красивая золотая орхидея. Всегда очень они хорошо ценятся, их очень любят. Еще одна нечешская брошь. Вот такая обалденная находка. Я когда увидела этих двух слонов с хоботами, направленными вверх, мне кажется, что я бы эту брошку купила за любую цену. Но за нее попросили сущие копейки. И, конечно же, она останется в моей коллекции. Это натуральная кость. Это видно даже не под лупой, без лупы, без всяких очков и увеличений. Вот. Наверняка это изделие какое-то азиатское. Ну и вы знаете наверняка, что слоник с поднятым хоботом — это все удача, успех. Такой символ, такой знак. Вот. А тут еще два слоника. В общем, брошь великолепная. Я не знаю, слоновая это кость или просто кость какая-то. Но это натуральная кость, резьба. Очень элегантная, красивенная брошь. Ну, что сказать, я ее
обожаю уже. Носила ее, надевала, и классная она. Эти слоны. Вот у меня какая-то есть страсть все-таки уже, можно сказать, к слонам. Ну и в конце хочу показать две находки, две свои покупки для моей личной коллекции. Они не были копеечными, сразу скажу, но такие эти две находки, мне их именно не хватало. Очень симпатичная муха, маленькая такая, с обалденным аквамариновым кристаллом. Я как-то не слишком люблю, знаете, вот насекомых разных, пауков особенно, хотя они здесь, в Словакии, считаются символами счастья. Но вот муха имеет особый такой символизм. Насколько я помню, я когда-то читала, что такими мухами в Древнем Риме награждали воинов, то есть они служили как бы такими орденами своеобразными. Я не буду вам рассказывать эту историю, потому что такие отголоски, которые я сама еще не искала, а вот помню, где-то я такую версию читала или слышала. Ну, в общем, муха прекрасная. Здесь единственное был вот этот камень перевернут вверх ногами, то есть вот этим конусообразным дном наверх. Не знаю почему. Если посмотреть под лупой, то кристалл немножко поврежден по краю. Возможно, из-за того, что вот он выпадал и его поставили потом вверх ногами. Я очень боялась его поменять на правильное положение, потому что вот когда отгибаешь у очень старых украшений ножки, вот эти все, их потом есть вероятность, что оно отломится. В общем, такая операция страшноватенькая, знаете ли. Вот. Но мне удалось все-таки его поменять, и просто невооруженным глазом не видно, что здесь на камне есть сколы. Я даже подумала, что, возможно, здесь был другой камень. Не знаю, может быть, поставили уже. Ну, мне как-то не хочется об этом думать, потому что цветовое сочетание здесь великолепное. И вообще муха прекрасная. Ну и в конце последняя находка, последний сегодня экспонат — это антикварная брошь с ирисовым стеклом. Вы знаете, вот именно ирисовое стекло мне всегда хотелось найти, и за столько лет я не видела ни разу, чтобы продавал кто-то украшения с ирисовым стеклом. Ни антиквары, ни за большие деньги, нигде, никогда, ни разу я не видела этого. Я даже, в принципе, вот для своей коллекции как бы настолько хотела приобрести это ирисовое стекло, что, в общем-то, если бы за какие-то большие деньги где-то бы его продавали, это было бы великолепное украшение, я, наверное, бы его купила. Но за эту брошь продавец попросила всего лишь 10 евро. Я даже не стала торговаться. Брошь, конечно, простая по дизайну, но стекло очень красивое. Один здесь камень. И вот эта вот малиновая линия посередине, это я не слишком углублялась в тему ирисового стекла, но насколько я вот встречала это ирисовое стекло, его, конечно, производили не только в Богемии, но и в других европейских странах. Но, по-моему,
вот это вот именно вот такое стекло с малиновой полоской посередине, это вот именно богемское стекло. И продавец еще тогда даже подтвердила, что это старинная брошь из Габлонца. То есть она знала, что она продает, поэтому я не считаю, что она не понимала ценность этой броши, но, видимо, посчитала, что 10 евро, наверное, это приемлемая цена. Ну и, конечно же, меня она устроила, естественно. Вот, и я была безумно рада, что нашла в свою коллекцию все-таки ирисовое стекло. Возможно, оно скромное, но мне кажется, что сейчас абсолютно все украшения с ирисовым стеклом уже находятся у коллекционеров, поэтому их крайне редко можно встретить. Вот такая вот радость была в тот день. Что удивительно, в тот день я купила только эту брошь и вот эту вот орхидею. То есть я уже готова была уйти с базара с пустыми руками. Такое тоже бывает. И вот тут вот мне попалось это украшение. А что удивительно еще? Такие вот коллекционерские байки вам порассказываю. В тот день на той бложке был очень большой стол у одного продавца. Там было огромное количество украшений. Мне кажется, что среди них были и антикварные, винтажные, и даже новодел какой-то. То есть более-менее современные украшения, но выполненные под винтажный стиль. И у него было, ну я не знаю, наверное, штук 5 кулонов с ирисовым стеклом, но абсолютно не таким. Я спросила у него, он назвал цену, по-моему, 55 евро за один из кулонов. Он был где-то, может быть, сантиметра 2 такой там камень, но он был абсолютно не такой. И видите, здесь вот с одного краешка зеленый оттенок, с противоположного синий, и посередине малиновая полоса. А то ирисовое стекло было как бы цвет по краю шел, и он так вот светился как бы вот начиная от центра, вот такие вот кольца света. То есть не было полоса, не было вот такой малиновой полосы посередине. Там совершенно другое было ирисовое стекло, совершенно другая технология его производства. Это вот поэтому я подумала, что оно уже современное. Покажу вам все украшения поближе, крупным планом. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось. Спасибо всем, кто его посмотрел. До встречи в следующем видео.